Если кто-то думает, что лобио любят только в Грузии, он очень ошибается. Фасоль любят и умеют готовить в том числе и наши братья в Турции. И сегодня я хотел бы показать вам один турецкий рецепт, а точнее мою фантазию на тему того, как турки готовят белую фасоль в томатном соусе. Ошибаются те, кто думают, что можно взять любую фасоль и готовить по любому рецепту. Нет, для каждой фасоли уже придуманы свои самые лучшие рецепты. И для каждого рецепта уже подобрана самая лучшая фасоль. То, что я буду готовить сегодня, требует белой фасоли. Крупной, чистой, очень красивой. И, конечно же, ее необходимо загодя замочить. Лучше всего замочить с вечера, а готовить на следующий день. Тогда фасоль разбухнет, будет красивой и будет аппетитно поблескивать своими боками. Но не менее важно правильно выбрать, где покупать фасоль и какую фасоль. Я выбираю фасоль белую «Националь». «Националь» меня ни разу не подвел. Отличная фасоль, отличные крупы и превосходный рис. В этой воде фасоль простояла ночь. Я сливаю эту воду, сцеживаю ее с фасоли. Вы посмотрите, как разбухла фасоль. Ведь было-то всего 450 грамм, а сейчас здесь, наверное, почти что целый килограмм. И фасоль еще раз бухнет, еще разварится. Поэтому фасоль потребует еще пару литров хорошей, чистой, свежей воды. Включаем плиту и накрываем кастрюлю крышкой. Ждем, когда закипит. Особого внимания фасоль не потребует. Поэтому пока займемся другими продуктами. Вот в этой сковороде мы приготовим соус. И в этой же сковороде мы будем запекать фасоль в соусе прямо в духовке. Интересно? Тогда никуда не уходите. Фасоль мы переставим на обычную газовую плиту, а здесь начинаем готовить соус. Первым делом в сковородку наливаем масло. Я думаю, что уйдет грамм 70 масла. Все начинается, как всегда, с обжаривания лука. 2-3 головки лука достаточно, потому что фасоль сама по себе сладкий продукт. И лук тоже даст сладость, а необходимо соблюдать кисло-сладкий баланс. Вот, лук начал золотиться, и вы, мои постоянные зрители, уже знаете, что я буду делать дальше. Я буду добавлять куркуму, потому что во все блюда с луком я непременно добавляю куркуму. Во-первых, цвет красивый, во-вторых, запах приятный. А в-третьих, если какая-то часть блюда останется на завтра, то она, по крайней мере, не пропадет, не прокиснет. Куркума не позволит. А вот черный перец в разумном количестве не позволит пропасть аппетиту. Наоборот, он разожжет аппетит. Пол чайной ложечки. Тут будет полная сковородка еды. Это почти что никто не почувствует, кроме нашего подсознания. О, хороший запах. Ну что, можно опускать другие овощи. Морковь и сельдерей. Моркови чуть больше, сельдерея чуть меньше. Ну и ничего, раз мы все делаем от души, то все будет хорошо. Перемешаем. Подождем, пока морковь и сельдерей тоже начнут источать аромат. А пока займемся другим продуктом. Продуктом, который тоже должен источать аромат. Колбаса. Очень простая, сухая говяжья колбаса. Привез из Чечни. Но вы можете взять ту колбасу, которая у вас есть. Лучше всего подойдет суджук. Если у кого-то есть турецкая бастурма, тоже отлично подойдет. Много не надо. Ну, сколько здесь? Грамм 100? Вот и хватит. Порежем ее и пожарим вместе с овощами. Здесь колбаса сработает
Ну, как приправа к блюду, понимаете? Это не основная еда. Это для того, чтобы стало вкуснее. Ай, ладно, возьму еще немного. Дело не в том, что я пытаюсь сэкономить на колбасе. Дело в том, что в блюде должны существовать пропорции. В блюде должна существовать гармония. Мы не готовим жареную колбасу. Мы готовим фасоль. И вот эта колбаса всего лишь навсего должна украсить томатный соус. Если у кого-то есть козы, но вот не казахская, которая требует отваривания, а татарская, сухая, я думаю, тоже хорошо подойдет. Ну, либо подберите то, что вы едите. Самое главное, это должно быть вяленое, изрядно подсушенное мясо. Запахи чувствую, значит, коронавируса нет. Зато есть болгарский перец. Болгарский перец, который самое время добавлять в нашу зажарку. Красиво? Эге, еще как будет красиво. Вы сейчас увидите, как станет красиво, когда мы добавим в это блюдо томатное пюре. Томатное пюре можно получить протиранием помидоров через терочку, хорошо, если семечки удалить. Ну, а можно, в принципе, купить в супермаркете, в пачке. Например, я так и поступил. И я не ошибся. Томатное пюре очень густое и очень вкусное. Я только одного опасаюсь, что настолько густое томатное пюре сейчас начнет пригорать. Поэтому я беру воду, ополаскиваю этот кувшинчик водой. Меньше мыть потом понадобится. И все. И посуды меньше мыть. И продукт, хороший продукт не пропадает. Прямо сейчас в томатный соус можно добавить немного петрушки. Очень важно порезать ее мелко, и она пожарится и придаст особый вкус нашему будущему соусу. Снимаем листики, а веточки нам не очень нужны. Не хочу, чтобы в соусе попадалось что-то грубое, что может между зубов застрять. Ну зачем это? Человек должен получать наслаждение от еды. Вах! Вах, как красиво! Но помимо свежей зелени необходимо добавить и какую-то сухую зелень. Вот я выбрал орегано. Попробуйте приготовить такой соус с орегано. Надо сказать, что цвет у соуса меня сейчас устраивает. Но можно сделать еще ярче, еще слаще, еще ароматнее за счет паприки. Паприка почти что не имеет остроты, но придаст соусу правильную густоту и улучшит цвет и вкус. Вот и фасоль сварилась, и даже разварилась. Да то и хорошо. Если кто-то думает о внешнем виде фасоли, то, как правило, он не думает о пищеварении у людей. Фасоль, бобовые, горох обязательно надо варить как следует, до полной готовности. Ну а соус обязательно надо посолить. Килограмм фасоли, килограмм соуса, столовая ложка соли, не меньше, иначе не будет вкусно. Но я вас уверяю, не думайте, что это слишком много. Ведь то, что мы готовим, ну, по сути дела, да, вполне себе горячее блюдо, которым можно пообедать. Ну, а с другой стороны, его можно подать в качестве закуски, в качестве разогрева аппетита у едоков перед основным блюдом. Вот теперь засыпаем фасоль. Красиво? Мне кажется, очень красиво. Не напоминает ли это вам другое? Очень красивое, очень модное, популярное во всех странах блюдо. Пиццу. Давайте усилим это внешнее сходство. За счет чего?
А вот есть у меня кусочек пастрами. Это мясо уже прямо сейчас можно съесть. Если кто-то не знает, что такое пастрами, я сейчас расскажу. В начале 20 века, еще до революции, на западе Российской империи начались погромы. Погромы евреев. Была такая постыдная страница в истории. И евреи бежали. Какая-то часть евреев собралась бежать не куда попало, а прямо в Иерусалим, куда они больше 1800 лет мечтали вернуться. Ну, собирались-то в Иерусалим, а попали в Стамбул. Я говорю о конкретной одной семье, о семействе по фамилии Кац. И в Стамбуле они увидели, как турки везде продают и готовят бастурму. В конце концов, семейство Кац оказалось не в Иерусалиме, а в Нью-Йорке. И там, в Нью-Йорке, они решили заняться приготовлением бастурмы. Рынок свободный. Понимаешь, такой город большой, и никто бастурму не готовит. Они попытались, но у них не совсем получилась та бастурма, которую готовили турки в Турции. У них получилось другое блюдо, которое впоследствии назвали похоже – пастрами. И это пастрами сейчас очень модно в Америке, очень много во многих других странах. Я тоже его с удовольствием готовлю. Его можно съесть и так. Но его можно взять и разложить поверх нашей такой фасоли пиццы. Будет очень хорошо, будет очень симпатично, будет что покушать. У меня вот эта сковородка керамическая. Видите, снизу кипит, а вот здесь ее можно руками держать. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, когда нагрев идет только снизу, а блюдо настолько густое, ведь может и пригореть. И вот это уже будет не очень хорошо. Поэтому сейчас блюдо необходимо поставить в духовку. И чтобы блюдо стало еще красивее, еще симпатичнее, еще аппетитнее, я беру сыр. Я беру сыр, который расплавится. Можно взять любой турецкий сыр, можно взять сулгуни. У нас в супермаркете продают моцареллу. Возьмем моцареллу и положим моцареллу. Пусть моцарелла расплавится, пусть моцарелла зарумянится, пусть будет вкусно, пусть будет аппетитно, пусть всем понравится наше блюдо. Паша, ай, Паша, одна моцарелла лишняя. Будешь с Лешей пополам? Этому блюду еще долго готовится. Его мало, на всех не хватит. Кушай моцареллу, пока дают. Держите, угощайтесь. Леша, ну что добру пропадать? Чё, не так, да? Не так? Запеченная это она, конечно, гораздо вкуснее получится. Ну что, печка нагрелась. Понесу сковородку в печь. Сколько будет готовиться? Там уже практически все готово. Мне надо, чтобы моцарелла расплавилась. А потом, на последних минутах, если у вас в духовке есть верхний гриль, на 2 минуты верхний гриль, 250-270 градусов. А что я вам рассказываю? Сейчас сами все увидите. Вау! О! Какая прелесть! Какой супер! Слушайте. Это обед почти что без мяса. На любой обед с мясом не поменяю. Клянусь, это так хорошо, это так вкусно. И самое главное, я вспомнил, где я ел, где я уже пробовал. Нечто очень похожее, только без сыра было. Все остальное точно так же. В Марокко мои друзья, сыновья, к сожалению, уже покойного великого шеф-повара Рахаля,
каждую пятницу бедных людей кормят. Вот сколько людей приходит на их улицу, они всех кормят. Я присутствовал на одном таком обеде и попросил, сказал, дайте мне тоже, я хочу попробовать. Это было блюдо с фасолью, тоже с сушеным мясом, и несмотря на свою очевидную дешевизну, то блюдо было очень вкусным, прямо гениально вкусным. И теперь я хочу сказать, как переплетена культура народов, как переплетены наши блюда, наши тюркские блюда, мусульманские блюда. Где Турция? Где Марокко? А готовят почти что одно и то же. Но самое главное, что в Турции, что в Марокко, что в России, очень важно оставаться хорошими, добрыми людьми и понимать, что иногда можно поесть и ту еду, которую ест бедняк, абсолютно неимущий. И в этом ничего стыдного нет. Поэтому сейчас я хочу попробовать. Хочу попробовать то, что у нас с вами получилось. Ну и каково же оно изнутри? Я уверен, что все просто превосходно. Паша, Леша, будете пробовать? Приглашаю к столу. Давайте попробуем втроем. А то, когда кто-то пробует то, что сам состряпал, и потом хвалит, мне так кажется каждый раз немножко смешно. Ну, представьте себе, что вот хороший оперный певец вышел на сцену, спел себе сам, а потом сам себе похлопал. Ну, дурачок, что ли? Вот когда другие люди хвалят то, что ты приготовил, это честнее и достовернее. Поэтому, Леша и Паша, помогите мне показать зрителям, вкусно ли это на самом деле. Да я же знаю, что зрители сейчас говорят, эх, и нам бы такого. А ведь ничего сложного. И продукты не самые дорогие, и можно заменить чем угодно. Ну что, давай пробовать. Идем. Угощайся. Вот на. Ты у нас худенький, тебе больше всех положил. Мне женщины комментарии пишут, Пашу надо откармливать. Вот, говорит, Леша справный, а Пашу кормить надо. Это да. Друзья, это очень вкусно. Фактически пицца из фасоли, да? Да. Ну-ка. Базилик для аромата, для хорошего настроения. Ребята, пусть вам рассказывают свои мнения, а я пойду жену угощать. Жалко, горячо. Хочется сразу все съесть. Леш, получается, что это марокканско-турецко-итальянское блюдо. Да. От Сталика из Подмосковья. Кстати, друзья, Чеченское еще блюдо. кто не видел ролики, которые мы сняли в Чечне, обязательно посмотрите. Вот. Хотя бы один ролик точно уже есть на канале. Будет еще больше. Я думаю, все. Я пойду есть. Спасибо, друзья. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.